100% салам алейкум. Сегодня я решил начать реализовывать свои креативные идеи. Первое, что пришло мне в голову, сделать стойку из Майнкрафта, на которой вы храните свои зачарованные алмазные доспехи в реальной жизни. Представьте, вы сможете хранить у стены на стоечке, которая один в один выглядит как в Майнкрафте. Ну, посмотрим, как получится. Свои VR-шлем и прочие игровые аксессуары, геймпады. Можно футболку накинуть. Вообще здорово будет. Погнали. Вот таким образом выглядит VR Майнкрафт. Достаточно прикольно. Единственное, я выгляжу для себя немного низким, маленьким, неким таким хасбиком в игре ощущаю. Надеюсь, у меня тоже будут миллионные контракты со всякими UFC и прочим. Я, кстати, впервые в VR Майнкрафте. Компьютер не вывозит. Так, спускаемся, надеюсь, не помрем. Я зашел в режим выживания. Итак, открываем инвентарь, берем нашу стойку, наверное, это вот так делается, ставим ее куда-нибудь. Теперь мой ассистент Полина, надеюсь, она стоит здесь, должна мне помочь. Я тогда по краям рук, чуть-чуть с небольшим отступом, буду выставляться, и Полина должна записывать. Также тебе будет необходимо смотреть на монитор, и на мониторе видеть, какую часть брони я делаю, то есть нарисую ее схематично, тут условно 2 палки здесь, 1 палка здесь, 1 сверху и голова. И потом рядом подписываю ее длину. Что первое измерим? Я предполагаю, что вот это. На вот такой длины. Надеюсь, ты умеешь пользоваться рулеткой. Ну, 30 сантиметров напиши, округлять будем. По толщине. Руки-то какие огромные, не как в жизни. Давай вот здесь еще измерим. Ну да, вообще это же Майнкрафт, тут все квадратно. Надеюсь, что тут все квадратно, потому что разработчики могут и подвести меня в этом. И сейчас вижу, что моделька немного неровная. Здесь такой выступ. Забавно. А еще я сейчас заметил, что она стоит неровно. У нее небольшой уступ ноги вперед. Такие нюансы, типа в 2D режиме ты явно не заметишь. А здесь нужно ли мне копировать эту кривизну? Я думаю, я сделаю ее ровной. Мне этот выступ ноги не обязателен. 75 на 75 это то, на чем она будет стоять. Я не знаю еще, с чего это сделать. Есть мысль сделать деревянную опалубку, залить цементом, чтобы это реально был камень, но гемор, конечно, жесткий. Все, в данный момент этот этап закончен. Возможно, в следующих видео, если это видео зайдет, я сделаю какой-нибудь факел. Типа, знаете, как на Wildberries продается такой пластиковый факел? Я могу его сделать, ну, поприятнее. То есть я могу его тоже сделать деревянным, сверху сделать какую-нибудь светодиодную лампочку вкрутить, RGB-шную. Ну, короче, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. У меня миллион тупых идей. Все реализуем. Будем заниматься всем, чем только можно. Теперь на основе этих размеров будем заказывать необходимые рейки. Я уже нашел здесь какие-то дешевые брусья, рейки, не знаю, как правильно назвать. Я думаю, я сейчас задам в качестве параметров ChatGPT возможные варианты, задам свои размеры изделия, и пусть ChatGPT мне сам посчитает оптимальное количество материала, которое мне необходимо. Ну, вроде он что-то понял. 2 ноги, 2 палки для живота он учел, плечи руками учел, голову и бедро учел. Если плечи руками толщиной 20 на 20, для их изготовления требуется сказать 4 бруска длиной 10 см, пересчитываем количество материала с учетом этого фактора. 4 бруска? Да что-то как-то мало. Заказываем. Кажется, мне привезли мои досточки. Они проехали ко мне во двор, потому что у меня нет ключей от шлагбаума, я не знаю, как они выйдут оттуда. Здравствуйте. Да. Смотри, ситуация. У вас там низко, у вас эти 3-метровые, они никак там не проходят. Ну, с этой стороны вообще, да, никак. Они сильно тяжелые? Не, они не тяжелые. Ну просто она длинная, и там потолки мешают, лестница. Ну вы их пока у подъезда, да, ставили? Да. Сначала сказали, что помогут, а сами съебались. Что-то, мне кажется, мы немного перепутали. Вы только гляньте на это основание, это жесть. Потому что это какого размера будет подставка? Это пи***ц. Эта балка огромная. Я не ожидал, что она будет таких размеров. Я замучился их таскать. И теперь мне надо ее распилить на 4 части для того, чтобы сделать основание. Мне пизд... Это очень сложно. 2 hours later. Я сделал это. Еще ж с краю с этого придется пропил делать. Не вручную я ничего пилить не буду. Я схожу в магазин инструментов, куплю какую-нибудь маленькую ручную пилу электрическую. Ну, хоть по черчению у меня 5, так сказать. Тут совпало.
Вы думали, я шучу? Я реально купил электрическую пилу. Я впервые в жизни буду что-то пилить, немного стрёмно. Я прочитал технику безопасности, по технике безопасности у меня отлетит все: ноги, руки, слух, зрение. Как и в самой игре Майнкрафт, вся конструкция должна стоять на подставке. В игре она была выполнена из камня, я сделал из дерева. И как вы видите, из-за того, что ширина пропила у бензопилы, ну, электронной пилы, была очень широкая, не удалось ровно выпилить под 45 градусов эти детали. И в итоге получилось супер криво. Я все это стянул вот такими уголками. Ну, более-менее как-то выровнял, условно, потому что этого все равно не будет видно. Я это переверну сейчас и закреплю к этой фанере. Если все мои доски весили примерно 75 килограмм, ну, стенд, наверное, вот эта подставка будет килограмм где-то 50. Сейчас попробую встать. Я вешу 64, последний раз весил. Проверим, выдержит ли меня. Ну, вроде выдерживает. Прыгать боюсь, конечно, но нормально. Когда я пилил доски, я их подписывал. То есть у меня здесь есть ноги, плечи, таз и прочие запчасти. Сейчас нам нужно найти 2 ноги. Так, вот первая нога. Ставим ее таким образом. Это не нога, что это нога. И вот это тоже, видимо, нога. Так, есть 2 ноги. Эти 2 ноги нам надо прикрепить к тазу. Та-да! Вот что у меня вышло. Это 1 в 1 стойка для брони из Майнкрафта, и я собирал ее очень долго. Прошло уже, не знаю, дней 5, потому что я каждый раз все этапы разделял на части, чтобы слишком сильно и долго не шуметь. Оно стоит очень крепко, ну типа болтается по минимуму, само оно никогда не упадет. Сделано криво, вы можете видеть, что здесь пришлось вставлять деревянные чопики, все такое типа криво-косо, но оно есть. И, ну, в качестве эксперимента все удачно. Сейчас я вам покажу главный прикол. Она реально может работать как вешалка, потому что, ну, это кусок деревяшки, который устойчиво стоит на полу. Выглядит тупо и несуразно, но в этом есть какой-то вайб. Не знаю, наверное, функциональнее будет использовать ее как-то иначе, типа вот так. Потом сюда можно что-то положить, можно заюзать это как-то так. Но есть огромный минус. Эта хрень получилась безумно громадная. Я рассчитывал, что она будет примерно 1,5 метра, но вот я ростом 1,78 м, и она выше меня. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Здесь будет еще больше безумных и интересных идей, которые я хочу реализовать. Всем пока!